and run step by step through a demo of the sensitivity tool? Я сейчас запущу, поделюсь с вами своим экраном, и мы пройдемся пошагово по этому инструменту анализа чувствительности, утилите. So do you see DSAT on my screen? Вы видите программу основную, то есть основную оболочку DSAT на экране? Yes. Thank you. Okay, so today I want to demonstrate a tool that allows us to do a simple sensitivity analysis on a few DSAT input parameters. Сегодня я хотел бы рассказать вам об утилите, об инструменте, который позволяет нам провести простой анализ чувствительности или оценить чувствительность модели по некоторым параметрам. So with this tool, we can vary one parameter at a time and look at the response of the model to that parameter. Что мы можем сделать благодаря этой утилите? Благодаря этой утилите мы можем менять или изменять один из переменных параметров и смотреть, как на это реагирует модель. Okay, so we start by opening DSAT, and I'm just going to Открываем DSAT. And on the left panel, we have various options, and I'm going to choose accessories, which opens a new set of tools. Слева у нас вот колонка инструментов внизу, да? Я выбираю аксессуары или инструменты. Okay, so when I click on accessories, I get a new set of tools in this panel. Значит, левой мышкой кнопки я кликаю по кнопке аксессуары, accessories, и получаю вот такой список или перечень возможных инструментов. Okay, and I'm going to select sensitivity analysis. Я выбираю анализ чувствительности, вот он, второй снизу. This opens a new application in DSAT. Как видите, открывается новое окошко. And in the middle panel, I have a choice of crops. I'm going to select wheat at the bottom of the list. Здесь вот в середине у нас, примерно в середине окна у нас есть выпадающий, то есть есть выплывающее меню или список культур. Я выбираю пшеницу. В английском языке она у нас в самом конце списка. Wheat по-английски. And then we see the same 3 wheat experiments here that we have in the DSAT shell. И здесь вот появляются у нас 3 эксперимента по пшенице, которые у нас были в основном окне DSAT. I'm going to choose the third experiment, SW7501. Я выбираю последний, третий в списке эксперимент, SW5 и так далее. And I want only one of the treatments. There's 14 treatments, and I'm going to choose the last treatment. Здесь, как видите, представлено несколько опытов. Я выбираю последний. Ставлю галочку. Okay. And the reason I'm choosing this last treatment is because it's highly irrigated. It has a high fertilizer amount, so I don't expect much plant stress for this treatment. Почему я выбрала именно этот опыт? Потому что у нас здесь большое количество полива, большое количество удобрений, и, в общем, при таких условиях растение, культура не должна испытывать большого стресса. Okay, so I'm first going to show the effects of choosing different cultivars. So in the left panel, I'm going to select cultivar under genetics. Я покажу, что получается с моделью, когда мы выбираем разные культивары или сорта. Вот кликаю в левой колонке, у меня вот есть такая закладка или меню генетика, genetics. Я выбираю культивар, кликаю на нем. So when I choose cultivar, I see a new window that shows all of the wheat cultivars available for that series wheat model in DSAT. И как только я нажимаю на культивар, кликаю на культиваре, появляется весь список селекционных сортов по пшенице, которые доступны в этой версии DSAT. So this is a sensitivity analysis. It allows me to see what the effects of
choosing different parameters are. So I'm going to choose 3 cultivars. I chose default, Manitou, and Newton cultivars. Значит, так как мы сейчас делаем упражнение по анализу чувствительности, в общем, мы хотим узнать, насколько модель чувствительна к изменению различных параметров. Я выбираю, как видите, кликаю на 3 сортах. Это default, то есть по умолчанию, Manitou и Newton. You want to explain what default is? Do you want to do that? Okay, yeah. So, so one of the challenges we face in the DSAT crop modeling system is that we have information that is related to a specific cultivar, a variety, or a hybrid. Давайте вкратце объясню, что такое дефолт или по умолчанию, вот этот наш культивар или сорт. Одна из технических проблем системы моделирования DSAT в том, что модель работает моделируется процесс роста и развития определенных сортов, селекционных или гибридов, имеется в виду сельскохозяйственных культур. In fact, I mean, this is both an opportunity and a challenge. И на самом деле здесь есть этот вопрос или этот аспект дает нам как некоторые возможности, так и создает некоторые проблемы, сложности. Because we know that the varieties or cultivars that are being grown in the United States are different from the ones that are being grown in Europe and that are different from the ones that are being grown in Central Asia. Потому что, конечно, понятно, что те сорта культур, которые выращиваются, например, на территории Соединенных Штатов или в Европе, или в данном случае в Центральной Азии, они, конечно, будут разные. So on this list, you don't find any varieties that are wheat varieties that are grown in Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan. Как видите, в этом списке культиваров или сортов сельскохозяйственных культур не представлены культуры, которые, например, выращиваются в Туркменистане, в Центральной Азии, в Туркменистане, в Узбекистане, в Казахстане и так далее. So that means that further down this workshop or this training exercise, we'll explain to you a little bit on what you need to do to actually determine the coefficients that are associated with your cultivar for your region. В том числе, в рамках данного семинара мы будем говорить с вами о различных параметрах, которые уже существуют внутри системы, которые вы сможете задавать для того, чтобы модель могла воспринимать и отображать по вот этим характеристикам, по параметрам те культуры, которые выращиваются в ваших странах. So the variety shown here on the list called default, which means in English basically it's a variety that is hypothetical. We've provided for people who don't have any information for the cultivar, they can start with that variety as an entry in the system. И поэтому в систему была введена вот эта опция дефолт или культура или сорт по умолчанию. Это сделано было для того, чтобы если в системе не присутствуют культивары или сорта каких-то сельскохозяйственных культур, которые выращиваются на определенной территории, человек может начать свою работу, то есть вводить вот эти параметры и данные через вот эту опцию, через функцию дефолт или культура по умолчанию. Then once you have some local observed information, you'll be changing the coefficients associated with that variety to adjust it to your local variety. И потом уже по мере введения в систему, в модель каких-то ваших местных наблюденных данных конкретных, вы уже сможете адаптировать те коэффициенты, которые присутствуют в модели, для того, чтобы они максимально точно отображали характеристики конкретных сортов, которые вас интересуют, выращиваются в ваших странах. Okay, go ahead, Cheryl. Okay, so we have 3 cultivars that we're going to look at the effects of for that one treatment and experiment that we selected. То есть, еще раз, вот мы выбрали 3 сорта, и будем анализировать чувствительность модели по этим 3 сортам с учетом того эксперимента, да, который мы выбрали. And then we select Go. Мы нажимаем, то есть выбираем кнопку Go, то есть запустить. Okay, so now we see the 3 cultivars that we selected in the middle panel, and we see the experiment and treatment that we're using in the right panel.
Здесь вот видите в средней колонке Selected Levels мы видим вот эти три сорта, которые мы выбрали. И чуть справа у нас отображается тот опыт, который мы, то есть условия, которые мы выбрали, и номер эксперимента. SW, SW 750 и так далее. So I want to compare the results of using these cultivars to what was actually measured in the field. So I'm going to select copy experimental data. Я что хочу сделать? Я хочу сравнить результаты моделирования с реальными наблюденными данными. Я вот, видите, ставлю такой крестик в Copy Experimental Data, то есть скопировать экспериментальные данные. And then I'm going to click Create Experiment. После этого я нажимаю кнопку «Создать эксперимент». Create experiment. The first time you may not see this, but this is just asking you to save your file. It's going to overwrite a previous file. Сейчас вот выскочило окошко, это окно сохранения результатов вот этих вот экспериментальных данных, и происходит, как только появляется, каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, система сохраняет новые данные поверх старых, то есть они сохраняются только в одном цикле. Okay. And now we're ready to run the model. I'm going to click Run Model. Мы готовы запустить модель. Я нажимаю кнопку Run Model, прогнать или запустить модель. And it runs the model in the background just as if you had selected it an experiment from the shell. И система производит вычисления, так же, как это и происходит, когда мы работаем в основном окне десанта. Okay, so the simulation's completed. I click OK. Нажимаю ОК, моделирование закончено. And when I click Analysis, Я нажимаю анализ. It brings up a new window showing me the files that were just created for this simulation. Выскакивает новое окошко, в котором представлен список результатов, которые мы получили в результате этого моделирования. I'm going to select plantgrow.out and then plot the file. Я выбираю файл plantgrow.out, и потом нажимаю кнопку Plot, то есть отобразить. This brings up gbuild, just the same gbuild that we saw when we ran the last exercise. Это вызывает, то есть запускает работу приложение gbuild. Мы о нем вкратце говорили в прошлый раз. I'm not sure why I get this, but there we go. Okay, so this is gbuild. It should look familiar. Now we can see in the treatments that we have these three cultivars that we selected in the sensitivity analysis. Вот у нас появилось окно приложения gbuild, и в правой колонке, в колонке прогонов, мы видим три наших сорта, которые мы выбрали ранее. And I want to look at tops weight. Давайте посмотрим на вес надземной части растений. Okay, click Next. Нажимаем следующее, Next, и получаем. And we get a graph of the tops weight, or the above ground biomass, that was simulated for the three different cultivars we chose. И получаем график, на котором отображена масса надземной части, надземной биомассы по трем сортам, которые мы выбрали. We can see that the observed data, which are the red dots, very closely match this middle cultivar. Мы видим, что наблюденные данные очень близко лежат к графику по одному из сортов. So this middle cultivar, the pink one, is Manitou. This is indeed the cultivar that was used in the field in that experiment. Мы видим, что этот график соответствует сорту Маниту, и именно по этому сорту были получены наблюденные данные. We can see that the default cultivar overestimates tops weight for this experiment. Мы также видим, что по
по сорту, по умолчанию, по дефолтному сорту у нас график значительно превосходит наблюденные данные. While the Newton cultivar underestimates. Ну а что касается сорта Ньютон, то показатели, наоборот, значительно ниже. Okay. Okay, so you can look at other variables, but I think I'll go back to the sensitivity analysis and show some other alternatives. То есть вот так, таким образом, в общем, в целом мы работаем с различными параметрами, мы можем их менять по различным сортам, но давайте вернемся к самому началу, и я расскажу еще о других функциях вот этой утилиты анализа чувствительности. Okay, so I'm going to close gbuild. Закрываю gbuild. I'm going to close my sensitivity window, and I'm back to the main sensitivity tool. Закрываю окошко по анализу чувствительности, и у меня вот на экране остается, кроме основной оболочки DSAT, окно утилиты анализа чувствительности. Okay, so next I want to show some information on changing planting information. Сейчас покажу вам, как мы можем менять параметр по севу или по посеву. I'm going to use the same experiment and treatment. If I wanted to change it, I could go up to experiment and choose a different one, but I'm going to leave it at the high irrigated, high nitrogen. Мы также можем менять, зайдя в соответствующие, то есть кликнув на соответствующих словах, на соответствующих кнопках, можем менять как эксперимент, так и опыт, но мы для целей обучения останемся в том же самом опыте и в том же самом эксперименте, что и ранее. Okay, so I click on planting, and it brings up the 4 different options that I can use for changing variables, one at a time, for a sensitivity analysis. И я, значит, кликаю на функции, на опции planting, то есть посев, и выскакивает окошко, где у нас 4 опции. Okay, so I'm going to look at a planting date analysis. То есть это 4 параметра, которые мы можем задавать. Первое – это дата сева. So I'm going to leave the starting date as is. Я оставлю дату начала сева, как она есть. But I want to see what would happen if I planted in increments of 7 days, so 1 week, and I will try 4 iterations. Я хочу посмотреть, что будет происходить с моделью, если задать, например, шаг в 7 дней. Вот мы здесь ставим семерочку, то есть 7 дней, и iterations 4 цикла. And I'll click go, and it will bring up the simulation window. Я нажимаю кнопку Go, запустить, и выпадает окошко моделирования. So here we have 5 planting dates. These are in 2-digit year, 3-digit day of year format. So these are all 1975, and then these are the day of year. Здесь вот у нас появилось 5 дат. Первые 2 цифры, 75-й, это у нас год отображается, и далее месяц и день с шагом в 7 дней. And you'll note that I chose 4 intervals. So 4 intervals gives me 5 different dates, starting at that first date. И, как вы помните, мы выбрали 4 цикла, то есть с начальной датой, вот которая у нас была первая дата, с ней получается как раз-таки 5. Okay, we want to create the experiment. Создаем эксперимент, кликаем на кнопки, And save it. сохраняем Yes, and run the model. и прогоняем модель. Okay. And analysis. Нажимаю кнопку «Анализ». And we're going to plot plantgrow.out again. И опять же графически отобразим файл plantgrow.out. Okay, so we have gbuild again with 5 planting dates. I'm going to select them all. Автоматически загружается опять приложение gbuild. Вы видите вот эти наши параметры, которые мы меняли, и я отмечаю все из них.
And again, I'm going to look at topsweight. И опять же в колонке «Переменные» я отмечаю вес надземной части, массу. Click next. Нажимаю Next, следующий шаг, то есть далее. Okay, our standard plots are in days after planting. So this doesn't show well for the fact that we have different planting dates. Наши стандартные графики и данные отображают, они отображают начальную дату сева. То есть не совсем хорошо. Yes, go ahead. Sorry. I'm going to change the option for how to show that time axis. So I'm going to go up to the top to options. Я поэтому хочу немножко скорректировать наш параметр временной, и поэтому захожу в закладку Options. Вот здесь вот сверху в командной строке вы видите. And I'm going to choose to plot by date instead of days after planting. И выбираю, вот здесь ставлю галочку напротив даты, а не дней после сева. Вот вторая — это days after planting, это дни после сева. Click OK. Нажимаю ОК. And now I'm going to plot by clicking next. Нажимаю кнопку «Далее». And now we have dates along the x-axis, which makes it easier to see these planting date differences. И вот здесь у нас уже, видите, внизу по оси X появились даты, а не дни после даты сева, поэтому просто удобнее, да, смотрите и просто понятнее. So we see here are the differences between the original planting date, which is in red, and these new planting dates, which actually give higher biomass. Мы видим, красной линией у нас отображена изначальная или исходно заданная дата сева, остальные графики отображают вот эти наши разные даты сева, и мы видим, что по ним результаты по массе надземной части значительно лучше. But we do have a problem with this particular sensitivity analysis. Но с данным анализом на чувствительность у нас есть некоторые сложности, некоторые вопросы. All of the simulations stop on the same date. And these last three have not yet reached maturity, but the model stopped. Мы видим, что все графики останавливаются в определенный момент, да? Но вот что касается вот этих трех функций, трех графиков, то есть по этим графикам мы видим, что культура не достигла стадии зрелости. And the reason for this, I had to investigate. The reason for this is that we did not have weather data beyond this date, and the model will not run without weather data. И я, когда эта проблема возникла в первый раз, в этом разобралась и выяснила, что именно обрезка вот по этой дате произошла потому, что у нас после этой даты не было метеоданных. То есть модель не может работать без метеоданных. And similarly, I could not start a planting date earlier because I also did not have weather data. И то же самое справедливо в отношении начала функции, начала графиков, то есть до даты, которая вот у нас первая, да, это 26 мая 1975 года, до этой даты не было метеоданных, и поэтому графики начинаются не в нулевой точке, а чуть смещеннее вправо. Okay, I'm going to go back to the sensitivity analysis. I'm going to close gbuild. Закрываем gbuild, возвращаемся в утилиту анализа чувствительности. And cancel this. And let's look at a couple other things that we can do with the sensitivity analysis tool. Давайте еще посмотрим, какие у нас есть возможности, опции, варианты использования вот этой утилиты анализа чувствительности. Okay, I think I won't show the rest in detail. I'll just go over quickly what some of the options are. Из-за нехватки времени я детально не буду их разбирать, просто вкратце расскажу вам, что это такое, как это работает. So we have the option to look at the effect of different soils. У нас есть опция анализа различных параметров эффективности почв.
There are a lot of different soil types in DSAT. И в DSAT есть огромный спектр, то есть можно задавать параметры огромного количества почв. But if you scroll down a little ways, you can see that we have these 12 default soil types. Также есть почвы по умолчанию, их 12. So these are very nice to look at if you don't know what kind of soil you have, but you have some idea of the texture of the soil and the depth. Это также очень удобный инструмент, если у вас нет точных данных по характеристикам, по структуре почвы, которую вы хотите проанализировать. Но если вы знаете примерно, да, какие там почвы, какая структура грунта. We have the option to look at different weather stations. We also have a lot of weather data, so this takes a little bit of time to load. Также есть опция, вы видите, под закладкой Fields, то есть полевые So you could choose поля. Мы можем выбирать профиль почвенный, а также метеоданные, и уже в системе DSAT очень большое количество метеоданных, то есть мы можем выбирать станцию. So you have the option of choosing any of these weather stations or weather years. Можно выбрать любую из метеостанций, которая представлена в списке по годам. Okay, and if we go back to under genetics, genetic coefficients. В закладке генетика у нас есть опция генетические коэффициенты. We have the option to change individual genetic parameters. The sensitivity analysis exercise will ask you to do this. То есть мы здесь можем задавать и менять различные генетические параметры, и DSAT то есть утилита анализа чувствительности дает вам такую возможность и запрашивает, какие изменения отобразить. The template cultivar is always the one that's specified with the experiment that is our base experiment. In this case, it is Manitou. Культура, извините, сорт, который будет использоваться, вот мы его уже выбрали, вот этот сорт Manitou, да, он поэтому у нас здесь отображается в строке template cultivar, то есть template cultivar, то есть сорт образец. And then we have the ability to change which genetic parameter we want to vary over time. Over a range, sorry. И мы здесь вот можем, видите, несколько окошек, то есть они дают нам возможность, во-первых, выбрать генетический параметр и задать те изменения в этом параметре со временем, на которые мы хотим посмотреть, проанализировать. So in this case, I've chosen parameter P5. It has a default value of 320. Параметр P5. Здесь по умолчанию значение этого параметра задано на уровне 320. But I'm going to start that at 300. Я снижу немножко показатель до 300. Give an increment of 10. You want to explain what it does, P5? Шаг изменения 10. Okay. И 5 циклов. So you will see that on the list of cultivar coefficients, the names are somewhat cryptic. So P1V, P1D, P5, G1, G2, G3, and FINT. Посмотрите, пожалуйста, вот на нижнюю таблицу, где у нас написано cultivar information, то есть информация о сорте. И вот эти параметры, они такие буквенно-цифровые. Вкратце объясню, что они обозначают. And we will have several sessions to explain a little bit about the genetics of the crop models and how to work with it. У нас будет несколько сессий, которые будут посвящены конкретно генетике, то есть генетическим аспектам моделирования. So the ones which start with P, they are basically dealing with what we call phenology and reproductive development.
Те параметры, в которых есть буковка P по-английски, они имеют отношение к фенологии. And these coefficients control or define how sensitive a cultivar is to photoperiod and vernization. That's what the V stands for, vernization. Этот параметр отображает изменения, и, соответственно, проводится анализ чувствительности модели к всем параметрам, которые относятся к фенологии. And the G parameters are associated with growth, both vegetative growth and reproductive growth. Параметры, которые отображены, в названии которых есть буковка G, имеют отношение к росту, к развитию растений, потому что G по-английски growth, то есть все, что связано с репродуктивным развитием и вегетативным развитием растений. And probably many of you are familiar with the terminology growing degree days, which is a number of the temperature accumulated above a base temperature. И, наверное, многие из вас знакомы с термином growing degree days, то есть градуса дни роста, по-другому можно сказать дни степени роста. So P5 in this case defines the growing degree days required from flowering to maturity for in this case for wheat. В данном случае параметр P5 или P5 по-английски отображает количество дней, которые необходимы с момента цветения до достижения, до созревания. So what Cheryl is demonstrating here, that we're going to evaluate a hypothetical variety that requires a different number of growing degree days from flowering to maturity. То есть, что мы задаем данным параметрам? Мы здесь анализируем разные сорта или культивары, которым требуется разное количество дней для созревания растения с момента цветения. Okay, go ahead, Cheryl. Okay, thank you, Garrett. Yeah, so you'll learn a lot more about these parameters later in the course. Далее в курсе мы представим очень много еще информации именно по генетическим параметрам. Okay, so I've selected a starting value and increment, and I've got 5 iterations. Actually, I probably am not going the full range. I'm going to increment by 50 here. Здесь вот я, как видите, выбрала заданное или исходное значение, шаг, и вот сейчас я его изменила с 10 до 50. This last entry allows us to change the number of decimal places that are physically written to the file. For bigger numbers, you don't need as many decimal places. For smaller numbers, you can increase the decimals. So I'm just going to reduce that to 1. Вот эта опция decimal places – это количество знаков после запятой. Соответственно, это те знаки или те данные, то есть каким образом данные будут отображаться в файле, который будет сохранен после модели, после эксперимента. То есть все зависит от того, насколько точные данные нам нужны для того, чтобы для наших целей. Okay, and I'm going to click go. Нажимаем. And you can see the values of P5 that result. Вот мы видим 6 значений, то есть мы начали с 300, и с шагом в 50 у нас получилось еще дополнительно 5 значений. I'm going to create the experiment. Создаем эксперимент. Save. Сохраняем. And run the model. И запускаем модель. And plot it with gbuild our plantgrow.out. Тот же самый файл выбираем для графического отображения через gbuild plantgrow.out. And look at topsweight again. И что касается переменных, ту же самую опцию выбираем параметр, то есть масса надземной части. And we can see in a glance the effects of that one genetic parameter P5. И вот здесь на графике мы видим отображены изменения вот этого одного параметра генетического. In the early part of the season, it makes no effect, but it changes the length of time
to reach maturity. Мы видим, что начало сева, то есть дата сева у нас остается одной и той же, но в зависимости от генетических характеристик требуется разное количество времени, разное количество дней для достижения стадии зрелости. Okay, I'm going to close out of gbuild. Закрываем gbuild. And are there any questions about this? Может быть, уже какие-то вопросы появились по тому, что я рассказала? Ну, у меня вот вопрос есть. Yes, there is one. Okay, go ahead. Вот только что показывали график. So going back to the graph that you showed us the last, И там представляет вот интерес, вот как получились различия в конце, вот в линиях, потому что, скажем, до 70-го дня все линии идентичны, то есть никакой разницы не было, и потом она появилась, то есть это вот непонятно, чем объясняется. so the question is about, we can see that all the functions are very much similar until day 70. So what is the reason for the differences after the 70th day? Okay, so I'm going to go back and plot one more variable. Я сейчас вернусь и задам еще один переменный параметр. So I've added the harvest product. This is the grain. Я добавляю, видите, harvest product, то есть это культура. So grain growth begins somewhere around day 61 or 62. То есть это урожай, да, который собранный урожай, продукт, который собирается. Мы видим, что созревание начинается примерно где-то чуть-чуть позже 60-го дня. So the differences in P5 all occur after that beginning of grain growth. И мы видим, что все изменения функции, они происходят как раз-таки после момента начала созревания зерна. That is, by definition of the parameter, it affects the length of time between anthesis and maturity. То есть вот именно этот параметр, он определяет разницу между различными сортами, starting with what? I'm sorry, Cheryl. Anthesis or flowering? Начиная с даты цветения до даты созревания, зрелости. Anything you want to add, Bakhtang or Garrett? Yeah. So the underlying crop models are extremely complex, and they constitute many different equations to deal with the different growth, development process, soil, plant atmosphere interactions, etc. Математические модели и функции, которые лежат в основе вот этой системы моделирования и вообще любой модели, они очень сложные, и в них задается достаточно широкий спектр параметров, начиная от температуры, от количества генетических характеристик. And we'll explain some of this in the upcoming lectures. So the goal of the sensitivity analysis is to keep all the inputs for the crop model the same, except that we only change one single coefficient. И мы об этих различных аспектах и параметрах поговорим еще позже. Но что касается утилиты анализа чувствительности, мы хотели вам показать, как мы можем использовать это приложение, этот инструмент для проверки нашей модели на чувствительность. То есть сопоставление реакции модели с наблюденными данными по определенным параметрам. So the one Cheryl just changed only affects the duration from flowering to maturity, and we didn't change any of the other coefficients or parameters. То есть, как вы видели, мы никакие параметры, никакие коэффициенты, кроме количества дней с момента цветения до момента зрелости, не меняли.
So you can see here that the earliest one, or the shortest duration, which was 300-degree days, which is the purple line, matures around day 85, while the longest duration one, which was 550, matures around maybe day 105. То есть вы видите, что самое быстрое созревание у нас по сорту, по культуре, которая отображена фиолетовой линией, то есть примерно в общей сложности 300 days. Degree days. Degree days, вот этих градуса дней. То есть созревание начиналось где-то в районе 85-го дня развития растения, и самый длинный период 550 градусов дней. По этому сорту у нас созревание начиналось примерно на 105-м. And in this particular case, it didn't really impact yield very much, because we can see that the yield is somewhere a little bit less than 4 tons, 4,000 kilograms per hectare, but has significant impact on total weight. So the biomass, above ground biomass, continued to increase. Но стоит отметить, что видно, что на количество урожая это несущественно повлияло, то есть в среднем у нас получилась урожайность 4000 тонн с гектара, извините, 4,000 tons or 4,000 kilograms? It's 4 tons or 4,000 kilograms per hectare. So. Yes. То есть 4000 килограмм с гектара. Вот. Но что касается развития растения по параметру массы надземной части, различия существенные. So does this answer your question? Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Вы ответили на вопрос. Правда, появился другой. Yes, thank you very much for answering my first question, but another one popped up in my head. Go ahead. Пожалуйста. Вот на той кривой, которую вы показали снизу, они тоже смотрятся незаконченными. Вот, допустим, фиолетовая линия, которая заканчивается на 85-м дне. Вот возникает мысль, может быть, если бы там шло продолжение расчета, то урожайность была еще выше, то есть как-то она смотрится обрезанной. So the purple curve that you've referred to, it kind of cuts off on day 85 approximately. So maybe why does it end where it ends? Maybe the yield would be even higher if it continued. Yeah, that's a very good point. But I mean, this is a model. So basically, in the model, when the model has calculated 300-degree days from flowering to maturity, the model basically stops. Но видите, мы работаем с моделью, и поэтому, как только модель просчитала необходимое количество градусов дней, в данном случае 300, она просто остановила расчеты. But this is a very good observation. So one way we can actually apply the model, and might be a little bit outside the goals of your departments, but you can use the models to determine what type of genetics or cultivar types could be grown in your region to actually to try to increase yield. Но, видите, это, в любом случае, это очень хороший вопрос, очень хорошо, что вы это заметили, спасибо за это наблюдение, потому что модель, это еще раз подчеркивает то, что модель можно использовать для различных условий, для различных культур, и когда вы будете в своих организациях моделировать на основании вот этого инструмента, DSAT, вы сможете задать необходимые параметры, вводить соответствующие данные, которые будут соответствовать тем культурам, которые вы выращиваете, и результаты могут получиться другими. So you can use the model as a little bit as what we call a breeding tool, a breeding tool on the computer. То есть мы можем использовать данную модель как так называемый breeding tool, если мы говорим по-английски, то есть, скажем так, такой инструмент для селекции, может быть. селекции, цифровой селекции. So you could use these what we call cultivar coefficients, which represent particular traits of a cultivar, and you can modify
those traits on the computers to see what would be the best cultivar for your region or for your particular year or for your particular management practice. И, соответственно, модель позволяет изменять, варьировать различные параметры, в том числе генетические, по различным сортам, будь то гибриды или какие-то селекционные сорта, и смотреть, да, какие культуры в какой год потенциально могут принести самую высокую, самый большой урожай. То есть использовать, менять модель, подгонять под свои нужды в зависимости от того, какие решения нужно принять или какие меры вы разрабатываете. And again, when we talk about genetics during the next sessions, we'll explain a little bit more about how you can do that. Но мы еще к генетическим вопросам вернемся в рамках следующей сессии. So, any other questions? So, does this answer your question? Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, конечно. Спасибо. Yes. Очень подробно и детально ответили. Thank you for your detailed question. Какие-то еще вопросы? Any other questions? Может быть, у кого-то еще есть вопросы? So, Cheryl, one thing we haven't really discussed yet was the warning messages and the error messages. Can you go back on the graph and can we explain those? Есть один момент, о котором еще Шерил не You want to рассказала. go back to the list of files here? If you close this, I think it shows two. So if you're warning. Okay. Oop, Where'd I go? hold on. I have to pull it from my other screen. Okay. So you want to minimize or move it? Can you explain it? Yeah. So you can see we had a button that says view warnings. So a lot of times in the model, we will get warnings about events that are occurring. Еще одна кнопка есть, вы видите ее в окошке. Она по-английски звучит как view warning, то есть просмотреть предупреждения. Часто модель дает такие предупреждения. So we have a warning.out file as one of the output files in DSAT. И это один из файлов, который мы получаем при прогоне модели. Он вот здесь вот вверху мы видим его название warning.out. So these give us information that the model has detected something that doesn't look right, but it's not serious enough to end the simulation. В этом файле содержится информация о том, что системой при расчетах было замечено что-то аномальное, что-то, что выбивается из общего ряда серии данных, но этот выброс не слишком серьезный для того, чтобы прекратить моделирование. So here we can see we have a warning that the saturated hydraulic conductivity, so this is a soil property, is equal to 0 for one or more soil layers. Data will be treated as missing. То есть вот здесь мы видим, как раз объясняется, в чем проблема, что обнаружила система или с чем столкнулась. Это гидропроводимость почвы, то есть гидропроводимость, что является параметром почвы, равна нулю для одного или более количества слоев почвы. So this is for the user's benefit, so you know that the model has interpreted your data in a particular way. It's letting you know that. Второе предложение в этом, я просто не успел, говорится, что система будет рассматривать данный параметр или информацию по данному параметру как отсутствующую. И это просто как объяснение, то есть система дает вам понять, с каким параметром возникли проблемы и что с этим, что в этой ситуации модель сделала. We get the same message for all 5 treatments. И мы видим, что такой же комментарий система выдала по всем 5 опытам.
In the case of the planting dates where we actually ran out of weather data, that would have given another message in this file. И вот когда мы прогоняли модель в последний раз, когда мы меняли параметр по метеоданным, и помните, у нас закончились метеоданные после определенной, то есть не было метеоданных после определенной даты. В этом случае тоже был бы такой файл с предупреждением, и система бы нам сказала, что вот такой момент был обнаружен. So it's good to look at this file just to know if there are any issues with your data that maybe you need to take care of. Поэтому очень полезно, если такое предупреждение система выдала, все-таки заглянуть в этот файл и посмотреть, какая же проблема с данными была обнаружена системой. If there were a serious error where the model could not continue, you would get an error.out file and the model will quit. Еще раз, это лишь предупреждение. То есть если бы возникла какая-то серьезная проблема, при которой модель, математическая функция не могла бы работать дальше, было бы выдано системой сообщение об ошибке. But in this case, the warning was not significant and the model continued to completion. Но, как я уже сказал ранее, в данном случае вот эта ошибка была несущественной, или проблема была несущественной, и поэтому система выдала оповещение не об ошибке, а просто предупреждение. Okay. So when you get the error out, in some cases the message can be very cryptic. В некоторых случаях мы получаем это сообщение в таком, скажем, зашифрованном или закодированном виде. In some cases might tell you that there's an error in your input file and the model is unable to continue. В некоторых случаях, то есть вот в этом предупреждении может содержаться очень разная информация. Там может быть, например, написано, что в данных была замечена ошибка, и система не может с ними работать. And I realize that all the messages will be in English, so for your group that might be a little bit of a challenge. И система работает на английском языке, поэтому и все соответствующие сообщения, объяснения представлены на английском языке, поэтому вам немножко придется потрудиться, чтобы разобраться, что имеется в виду. But I want to encourage you that if you get an error out and you do not understand it, that you contact one of us, Baktang, Cheryl, or myself, to see if we can help you figure out what the problem is. Но в случае возникновения такой проблемы или вот такого предупреждения об ошибке или просто предупреждения, если вы не сможете с этим самостоятельно разобраться, вы всегда можете обратиться ко мне, к профессору Шелли или к Шерил, и мы постараемся все выяснить, все объяснить. So in many cases, we would need a copy of your file so we can recreate the error. Для того, чтобы нам проанализировать ситуацию и понять, что нужно сделать, в чем суть ошибки или предупреждения, нам потребуются, скорее всего, ваши, по крайней мере, параметры, чтобы вы нам сказали, как вы прогоняли этот эксперимент или как вы прогоняли модель для того, чтобы мы могли ее воссоздать, повторить и получить ту же самую ошибку. And the more information you can provide us, the better it is. Чем больше вы нам дадите информации, тем более точно мы сможем отреагировать и ответить на ваш вопрос. So again, so if you experience any errors, please contact us, or maybe in this case, please contact Dr. Shilia because he can help you in Russian. Поэтому, пожалуйста, если вдруг какие-то будут предупреждения или будут какие-то ошибки выдавать система, обращайтесь к нам и, в частности, к профессору Шелли, потому что он говорит по-русски, на русском языке, он сможет вам помочь. So any final questions about the sensitivity analysis tool or any questions about the general operation of the model or descent? Итак, к настоящему моменту, может быть, появились какие-то вопросы по утилите анализа чувствительности или в целом по работе модели DSAT? Да, может быть, гидропроводимость почвы 0. Это что, получается, вода вообще не проходит? So in the file, in the warning file, it